Друзья мои, всем здравствуйте! Я очень рада приветствовать вас у себя в гостях. Сегодня хочу пополнить рубрику полезности вязания и показать вам еще один вид вязания, вернее формирования э, клина подъема. В классическом варианте, вот у нас клин подъема на носочках, мы вывязываем клин подъема, формируем параллельно верхней части стопы. Вот. И у нас убавочки направлены в сторону нижней части. И получается вот так вот, как выглядит у нас клин подъема. Это такая классическая версия. Вот один носочек, вот второй носочек, да. То есть у нас клин подъема как бы идет вдоль верхней части стопы. Сегодня я хочу вам показать еще один вариант вывязывания клина подъема. Вот он у меня. Но здесь, посмотрите, он вывязывается от чашки пятки. И убавление мы делаем в сторону верхней части. Если в классическом варианте мы делали убавление в сторону нижней части стопы, то здесь идет в сторону верхней части. И по нижней части стопы, посмотрите, вот так вот выглядит клин подъема, да, то есть параллельно подошвы. Вот так вот выглядит. Переходим к формированию клина подъема по второму варианту. Итак, отвязали стенку пятки, сформировали чашку пятки. Вот у нас петли чашки пятки. И у нас будет проходить клин подъема на границе между петлями чашки пятки и стенкой пятки. Как с одной стороны, так и с другой стороны. В отличие от классического варианта, где у нас происходит формирование клина подъема на границе между верхней частью стопы и нижней частью стопы. То есть вот в этих местах, слева и справа. Так, отвязали мы чашечку пятки. И теперь я провязываю все петли чашки пятки. Не забываем посередке ставить маркер. Это у нас будет маркер начала ряда. Итак, провязываю петли чашки пятки. Провязала петли чашки пятки, повесила маркер. Это у меня будет маркер начала ряда. То есть от него я буду шагать. Все, теперь на спицу вешаем маркер. Итак, вот здесь мы будем делать первую убавку. Слева первую убавку. Далее вдоль стенки пятки поднимаем необходимое вам количество петель. У меня это 16 петель. Итак, поднимаем, затем провязываем петли внешней стороны, внешней части стопы. Также переходим на стенку пятки, по краю поднимаем петли и вешаем маркер. Итак, подняла я, девочки, вот по краю стенки пятки 16 своих петель. Вы поднимаете свое необходимое количество петель, провязала внешнюю сторону и со второй стороны подняла по краю стенки пятки также необходимое количество петель. Все, вот дошла до края чашки пятки. Вот здесь я вешаю маркер. То есть в этом месте я буду делать, формировать клин подъема. Все. Дальше провязываю до маркера начала ряда. Все петли. У меня здесь 10 петель. Итак, довязала до маркера начала ряда. Следующий ряд я провязываю всегда лицевыми петлями. То есть я не сразу делаю убавку. Убавки мы будем делать с вами через ряд, начиная с третьего ряда. Итак, провязываем все петли лицевыми и с третьего ряда начинаем делать убавки.
провязали второй ряд лицевыми петлями. Если вы вяжете по верхней части узор, то верхнюю часть, конечно, вяжем узором. Итак, переходим к третьему ряду. В третьем ряду мы начинаем формировать клин подъема. От маркера начала ряда провязываем до маркера, до того маркера, где мы будем формировать клин. Провязываем все петли лицевые, то есть по подошве мы вяжем все петли лицевыми. Довязали до маркера, маркер перебрасываем и вот здесь делаем с вами убавку. Убавку мы с вами делаем, в отличие от классического варианта, с наклоном вправо, то здесь мы будем делать с наклоном влево. Итак, маркер перебросили и делаем убавочку с наклоном влево. Все, я провязываю протяжкой. Если протяжкой вам неудобно, вы можете развернуть петли левой стенкой к себе и за правую стенку провязать. Все, дальше я вяжу лицевыми петлями до, девочки, следующего маркера. Не забываем, если у вас по внешней стороне узор, то внешнюю сторону вяжем по узору. Итак, вяжем до следующего маркера, не довязывая 2 петли. Итак, провязали по кругу все петли и не довязали до следующего маркера, то есть до чашки пятки, 2 петли. И эти 2 петли мы провязываем вместе за правой стеночки с наклоном вправо. Провязали. Перебрасываем маркер и вяжем дальше до маркера начала ряда. То есть количество петель у нас чашки пятки не изменяется. Убавочки мы делаем именно на границе чашки пятки и стенки пятки. Все, провязали третий ряд, сделали 2 убавочки, то есть по одной, да, справа и слева. Далее следующий ряд вяжем лицевыми петлями, но делаем убавки в этом клине подъема так же, как и в классическом, через ряд, то есть в каждом нечетном ряду. В третьем, четвертый мы провязываем все петли лицевые и следующую убавочку делаем в 5-м ряду. Отвязали 4-й ряд и переходим к 5-му ряду. От маркера начала ряда я провязала петли чашки пятки, перекидываю маркер и делаю следующую убавку. Провязываю 2 петли вместе с наклоном влево. Все, дальше вяжу все петли, в данном случае у меня лицевая гладь, вяжу все петли лицевыми до следующего маркера, не довязывая 2 петли. Не довязали до следующего маркера 2 петли. Эти 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо. Все, следующая убавка у нас есть. Далее вяжем все петли до маркера начала ряда. Следующий ряд, это у нас будет четный ряд, мы провязываем все петли лицевыми. Все, девочки. И так далее вяжем, формируя клин подъема у края чашки пятки, то есть на границе чашки пятки и стенки пятки. Все, вяжем до тех пор, делаем, вернее, убавки до тех пор, пока у вас на подошве не будет нужное количество петель. То есть на каждой спице у меня должно быть после формирования клина подъема по 16 петель, то есть всего 32 петли. И дальше я перехожу на круговое вязание и вяжу на длину стопы, затем формирую мусок. Итак, вот такой у нас должен с вами получиться клин подъема. Вот такой. И он практически незаметный, как с одной стороны. Вот смотрите. Смотрится также аккуратно, так и с другой стороны. И по самой подошве, вон видите, как смотрится. Вот такой вот прямой. То есть клин подъема у нас проходит как бы параллельно подошве, да, нижней части стопы.
На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, данный урок оказался для вас полезен, и вы будете использовать этот метод при вязании своих носочков. Всем творческих успехов, дружных спиц. До новых встреч. Пока-пока.